Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование в сборках параметра «Физическая динамика» в программе SolidWorks. Этот параметр позволяет увидеть реалистичное движение компонентов сборки и проанализировать контакт между компонентами, при этом не используя исследование движения. Это очень полезно при работе со сборками, где одни только сопряжения не могут точно проиллюстрировать движение при контакте между компонентами. Физическая динамика работает наилучшим образом в сборках с небольшим количеством степеней свободы у компонентов. И перед включением физической динамики нужно добавить в сборку все соответствующие сопряжения. В данном примере условный груз может только линейно перемещаться в ограниченных пределах, а другие детали могут вращаться в двух направлениях. При этом, как видим, компоненты не взаимодействуют друг с другом. Если физическая динамика включена, то во время перемещения один компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам. Следствием этого является перемещение или вращение всех подвижных компонентов в пределах допустимых степеней свободы. В результате взаимодействия перемещаемый компонент начинает вращаться или скользить по неподвижному компоненту. Можно выбирать разные компоненты один за другим. При выборе компонента для перемещения в его центре масс появляется символ центра масс. Если нажать на этот символ и перемещать компонент, то перемещение будет производиться за центр масс. Если нажать за пределами символа, то перемещение будет производиться за выбранную точку. Откроем следующую сборку, состоящую из пары зубчатых колес. Этот пример был рассмотрен в ролике про сопряжение редуктор-зубчатая передача. Эти два зубчатых колеса соединены с помощью этого сопряжения. Зубчатая передача работает. Но если посмотреть внимательно, то будет заметно, что шестерни на самом деле никогда не касаются друг друга. Это нормально для представления идеального движения и упрощения сборки, потому что все сопряжения в Solid являются условными, и они не предотвращают интерференцию или конфликты между компонентами. Данное сопряжение создает лишь видимую зависимость вращения двух колес. Оно работает, даже если у колес не будет зубьев. Физическую динамику нельзя запустить через вставку или найти с помощью поиска команд. Это происходит потому, что физическая динамика является лишь опцией в команде «Переместить компонент». На вкладке «Сборка» нажимаем «Переместить компонент» или «Вращать компонент». Далее в менеджере в разделе «Параметры» нужно выбрать «Физическая динамика». Повращаем колеса и обнаружим, что физического контакта все равно нет, потому что продолжает действовать сопряжение. Найдем сопряжение редуктор в дереве и погасим его. Далее снова запустим «Переместить компонент». И теперь колеса вращаются независимо, без контакта, а конфликты и пересечения игнорируются, потому что по умолчанию включено стандартное перетаскивание. Включаем «Физическая динамика» и пробуем повернуть шестерню. Появляется сообщение об обнаружении конфликтов и отключении физической динамики. Все компоненты, вовлеченные в конфликт, становятся прозрачными. Чтобы устранить конфликт, просто перемещаем компонент в положение, в котором он больше не пересекается с другим компонентом. Компоненты перестают быть прозрачными, и снова нужно включить физическую динамику. Теперь при вращении шестерни, в момент, когда программа обнаруживает конфликт, она добавляет контактное усилие между конфликтующими деталями и позволяет продолжить перемещение. Усилие остается до тех пор, пока две детали соприкасаются. Когда две детали больше не соприкасаются, усилие снимается. После проверки реального движения компонентов можем закрыть перемещение и включить обратно условное сопряжение редуктор. Два зубчатых колеса снова вращаются с помощью сопряжения. Для рассмотрения оставшихся настроек откроем другой пример – условный мальтийский механизм. При полном обороте ведущего диска крест должен повернуться на 90 градусов. Движение достаточно простое, но нет такого сопряжения, которое могло бы создать такое движение хотя бы условно. Нажимаем «Переместить компонент» и включаем «Физическая динамика». По умолчанию включен параметр «Все компоненты», то есть перемещение распространяется на всю сборку. Перемещаемый компонент может отталкивать второй компонент, который затем приходит в движение и отталкивает другие компоненты и так далее. И это движение будет распространяться по всей сборке. Но можно включить в перемещение только выбранные компоненты. Включаем только эти компоненты и далее выбираем компоненты, которые непосредственно участвуют в проверяемом движении.
Использование этой опции может быть полезно для больших сборок, так как выбор ограниченного набора компонентов позволяет повысить производительность и эффективность физической динамики. После выбора компонентов нужно обязательно нажать кнопку «Продолжить перемещение». Параметр «Только перетаскиваемая деталь» включается, если нужно проверить наличие конфликта только с компонентами, выбранными для перемещения. Если параметр не включен, то проверяются выбранные компоненты и все другие компоненты, которые перемещаются из-за сопряжений с выбранными компонентами. И, наконец, можно изменить чувствительность движения, то есть изменить частоту, с которой программа выполняет проверку конфликтов. Если сдвинуть бегунок вправо, то будет установлена максимальная чувствительность, и Solid будет проверять наличие конфликтов через 0,02 мм. При использовании максимальной чувствительности перемещение компонентов выполняется очень медленно. Поэтому пользуйтесь настройками максимальной чувствительности только для очень маленьких компонентов или для компонентов со сложной геометрией в конфликтной области. Обычно достаточно значения, выбранного программой по умолчанию. При установке минимальной чувствительности интервал проверки будет составлять 20 мм. Проверим работу механизма. Как видим, конфликтов при движении компонентов не происходит. Далее можно проверить зазоры между всеми компонентами, места контактов компонентов и при необходимости внести изменения в детали. Нажмем ОК. Таким образом, если нужно проверить общую компоновку сборки и простые условные движения компонентов, то достаточно использовать сопряжение. Если нужно проверить контакт между компонентами и возникающие конфликты при движении, тогда нужно применить перемещение с физической динамикой. А для полного расчета реального движения в сборке нужно запустить исследование движения. Здесь можно создать двигатель, задать действующие силы, контакт между деталями, силу тяжести, трения, инерцию и так далее. Далее выбрать анализ движения и провести точный расчет движения. На этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.